Всем привет, кто на связи. Слышно ли, видно ли? Напишите в комментарии, пожалуйста. В 8 утра в Белграде. Анна, привет. Такой колокольный перезвон. В Белграде настоящая осень пришла. Марта, привет. Наталья, доброе утро. Да, осень пришла. Настоящая осень. Сегодня дождь. С утра был. В 8 утра обещали, что закончится. Ну вот, он и закончился. Ан, привет тоже. Это парк Святого Саввы. Начать отсюда решил, потому что как бы это, для района, наверное, самое такое значимое место. Да, я люблю все с утра пораньше делать. Что, будем начинать тогда? Прогулка у нас сегодня по району Врачар. Расскажу историю Врачара. Посмотрим достопримечательности, кое есть в районе. Не скажу, что они прям основные, но они есть. Само название Врачар и Врачарское поле впервые упоминается в 1492 году. Даже он был указан в турецком плане при завоевании Белграда. Его составили по просьбе смедеревского Санджак-бея Сулейман Паши. Кстати, скоро выйдет видео на канале про Смедерево и Смедеревскую крепость. Крепость там, конечно, я впервые такую видел именно на территории Сербии. Она больше похожа на замок. Думаю, интересно вам будет посмотреть все это дело. А в турецких же документах 1560 года Врачар упоминается как христианская деревня с 17 домами. В этом парке Святого Саввы, разбит клумбы, цветы, фонтан. Правда, он уже, по-моему, не работает. Много памятников. И я подошел к памятнику Караджорджа. Вот так он выглядит. А установили его на месте, где он с 15 тысячами своих солдат, повстанцев, отправился на завоевание Белграда в 1806 году. Вот такой памятник. Позади него храм Святого Саввы. Вот такая картинка прям красивая. Ирина, доброе утро. Дикстин, правильно, да, читаю, надеюсь? Доброе утро. Во вторник в Белград приезжаете, так понял. Вот и солнышко там пытается выйти. Все на помощь нам. Так, идем тогда дальше. По правую сторону, вот там спряталась за деревьями, это здание Народной библиотеки. Его, кстати, построили на месте, где раньше тоже располагалась библиотека.
Его разрушили во время немецкой бомбардировки в 1941 году. И называется здание Народной библиотеки. Оно очень большое. И там даже уже с утра, смотрю, люди собираются. Кто-то, видите, тоже ранняя пташка в библиотеку отправился. Ну а вот это, как вы поняли, это храм Святого Саввы. А по легенде его воздвигнули на месте, где когда-то, именно, по-моему, в 1595 году Синан Паша сжег мощи Святого Саввы. А Святой Савва — это основатель Сербской православной церкви. И он, по-моему, первый епископ был. А место выбрали в 1894 году, спустя 300 лет после тех событий. А строительные работы строители начали же в 1935 году. Как бы его все уместить-то? В 1939 году были, сейчас отдали, вот так, наверное, возвели стены. Ну и во время Второй мировой войны строительство было приостановлено. И до 1985 года работы здесь никакие не проводились. В 1989 году был достроен купол. О, собачники, встреча собачников. В 2004 были закончены основные работы, а полностью отделочные работы храма были окончены в 2021. Такой большой храм. Но мы туда не пойдем. Мы пойдем сейчас налево, потому что вот с левой стороны от него находится малая церковь Святого Саввы. Она была построена в 1935 году. А построили ее всего за 57 дней. И стиль у нее сербско-византийский. Вот так. Получше, наверное, будет. Да, в парке собачники гуляют с утра пораньше. Бегают. Позади меня, сейчас покажу, библиотека как раз. Открылся вид на нее. Да, все с утра пораньше уже открывается. Вот здание библиотеки. И обзор парка вот такой. Просто зеленая зона. Скамейки есть, урны. Хотя мусор кидают тоже мимо. Детская площадка стоит. Так, я иду сейчас к улице Саввы. И пойдем уже туда, в центр Врачара. Источник не работает. Вот это малая церковь. Там, по-моему, служба идет. Слышу там песнопение. Здесь ремонтные работы тоже идут. Но почему-то все сюда идут на службу. Наверное, главный храм закрыт. Хоть и дождь прошел, но на улице тепло, прям хорошо. Ветерок, правда, прохладненький. Но это прям классная осень. Если бы еще зима такая была, вообще было бы отлично. Да, листья желтые, но деревья, видите, еще в основном все-таки они зеленые.
Я вот этот дом вам хотел показать. Так он выглядит. Этот дом был построен для семьи Никоди и Марики Богданович, а спроектировал его Леон Тальви в 1933 году. Он состоит из подвала, это нижнее помещение. 3 этажа и чердак. Кстати, во Врачаре много интересных вот таких зданий. Сейчас дальше пойдем еще, покажу вам. Напоминаю, знаете, такой в свое время, наверное, был премиумный коттеджный поселок. Вон балкончик интересный. И здесь много интересных подъездов. Вот попасть бы нам в какой-нибудь подъезд. Ну, сюда не попадем. Такая входная группа у него. Говорю, подъездов много интересных. Вот прям экскурсию можно проводить. Пытался я, правда, попасть в эти подъезды, но сложно очень. Надо ждать, пока кто-нибудь выйдет. Как правило, никто не выходит. И много таких домов старых под офисы. Поэтому тоже в выходной день сложно тоже попасть. Как правило, они все закрыты. Людей еще мало на улице. Все просыпаются, выходной день. Пройдем мимо рынка, посмотрим, как там. Я думаю, там народу уже будет побольше. А я иду по улице Святого Саввы. Будем останавливаться возле интересной архитектуры. Тоже вперемешку. Старина, современные дома. Так, сегодня у нас на сегодняшний день во Врачаре проживает больше 90 тысяч жителей. И район является самым густонаселенным муниципалитетом Белграда. Во Врачаре находится 4 театра. Один сейчас будет у нас чуть подальше впереди попадется, театр Славия. А я иду в сторону кольца Славия. Там как раз перекресток большой, кольцо, и на нем находится музыкальный фонтан. Дойдем уже до кольца и расскажу там историю интересную. Наглядно смотреть. Вот такой район. Транспорта тоже много. Много кафешек. Платная парковка, кому интересно. Да нет, граффити везде хватает. Нет, граффити везде есть. Сейчас покажу, развернусь. Вот там на стене, видите, да, за машинами. Позади меня я стоял на светофоре. Граффити они везде. А знаете, откуда граффити появилось в Белграде? Вы подумайте, я вот кольцо пройду, вернемся к этому вопросу. И я вам расскажу, если вы, кто-то из вас не угадает. Только гуглить не надо. Напишите свои варианты ответа, а я вам расскажу. Вопрос, откуда появились граффити в Белграде? Так, по левую сторону. Вот театр. Позорище, Славия. Вот такой театр. Их всего 4, вот это один из них.
Наконец-то запахло свежестью. Знаете, когда дождь проходит в Сербии, он, правда, редко проходит, нету вот этой свежести от деревьев. А сейчас вот прям чувствуется свежесть. Сама страна такая, как бы засушливая, наверное. Очень мало осадков. За лето, может быть, там раза два, ну, не считая там 3 ураганов. Часто, кстати, сюда из Сахары песок приносят. Казалось бы, где Сахара, где Сербия. По левую сторону отель такой интересный. А наверху стекло. Ну да, футбольные фанаты пишут рисуют эти граффити, но впервые пошли не оттуда. Не, рисуют-то да, рисуют, я не спорю, рисуют, конечно, они. А вопрос был, откуда они пошли. Но это не с футбольными фанатами. Берите глубже. Раньше, когда, наверное, еще футбольных фанатов таких не было. Футбол уже был, но понятия фанатов, наверное, не было еще. Вот площадь Славия, фонтан. Да, тут есть старые поезда, электрички. Они прям вообще все исписаны, изрисованы. Ну, читал, что администрация, ну, наверное, города, может быть, железных дорог, подавала там какую-то заявку, тендер, чтобы все эти граффити убрать с поездов. На той стороне вот Макдональдс, фонтан. Ну, сейчас он работает, знаете, такую, не в полную силу. Видно, рано еще. Такая площадь. Да-да-да, Марта, вы, наверное, загуглили про русских солдат. Мин нет. Так, дорогу перейти. Как дорогу перейти? А, вон светофор где. Понял, надо вернуться, чтобы перейти дорогу. Сейчас будет немного шумно, с левой стороны работы идут. Сейчас максимально попытаюсь пройти этот участок быстро. Не, муралы это другое. Есть граффити, а есть муралы. Граффити это вот, когда вот всякая хрень там непонятно что нарисована. А мурал это уже такое более искусство. Не знаю, слышно меня, нет? Сейчас перейдем дорогу. Так. О, зеленый. Так, ребят, сейчас еще немного шума, надо вернуться, потому что в ту сторону. Здесь вот указатели, музей Теслы. Вот мы идем к нему в ту сторону. Калимегдан прямо. Какой шум вообще. Еще раз площадь Славия. Кстати, по поводу шума. Время, сколько там, 8:15, может быть. Не вижу, сколько у меня показывает. Шум, слышите какой? Я вот не знаю, по-моему, здесь нету этого закона о тишине. 8 часов, люди, наверное, спят еще. Такой шум стоит.
Так, все вроде потише. Да, по шуму сейчас чуть-чуть попозже туда отойду тоже. Поделюсь мнением своим, впечатлениями. История. У меня есть история, как раз я подошел к кольцу. В 1894 году в Сербии, так, картиночка, появился первый конный трамвай. Маршрут у него был от Калимигдана до Славии. И здесь по сей день, получается, ходят трамваи. Вот они вокруг кольца, трамвайные пути. А до Белграда конные трамваи были только в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и в Берлине, по-моему, еще. Также известно, что на месте площади Славии раньше были охотничьи угодья, а принадлежали они предпринимателю из Шотландии. Так, Дик, вопрос, стоит ли ехать в Ниш в течение нескольких дней, что буду... А для чего ехать в Ниш? Я же не знаю, какие у вас цели. Если вы ищете себе дом, так сказать, то я вот всем советую город Нови Сад. Это реально город, который воплотил в себе все, что нужно для жизни. Белград рядом, если нужно. Все мероприятия, там, если вы любите тусовки, они там проходят. Кафе, заведения, все есть. Такой самодостаточный небольшой городок. Из тех, вот где я был, я уже был во многих городах. Кстати, надо уже какой-то даже список составить, где я был. Нови Сад прям идеальный город для жизни. Но если нужен большой город, то Белград. Но не такой, какое слово-то подобрать, не такой, как Нови Сад, короче. Мне вот Нови Сад на самом деле больше нравится, чем Белград. Это парк Митичева Рупа. Его основали в 2000 году. А с сербского языка я вот загуглил, в переводчике. Переводчик мне перевел как «дыра Митича». А в честь кого он был назван? Вот этот Влад Митич, это был один из самых богатых людей Белграда перед Второй мировой войны. Он здесь купил землю в Славии, чтобы построить крупнейший на тот момент на Балканах универмаг. Но начало Второй мировой войны нарушили эти планы. А после войны коммунисты арестовали, Митича и конфисковали все его имущество. Что с ним стало, я не знаю. Надеюсь, он вышел из лагерей, наверняка в лагерях где-то был, отбывал наказание. И за что, опять же, тоже не нашел информацию, что послужило его аресту. Вот такой парк. D3K1. Конечно, здесь никто не спорит. Про бомбежки это прям, да, это боль. Но опять же есть здания, которые не подвергались бомбежке, и тоже фасад вроде нормальный, а с другой стороны заходишь, здание не очень. Я понимаю, да, в малых городах сложно очень все это восстанавливать. Бюджет у города маленький. Я про маленькие города говорю. Туристов мало приезжает, и понятно, да. Все это понятно. Вот такие домики интересные. Надо подальше его снять. Это дом полковника Елизовича. Он был построен в 1927 году.
построили его как, наверное, как доходный больше дом для сдачи в аренду. Песик гуляет он на балконе. Над входом, посмотрите, там пасть такая, сейчас вверху покажу вам, за проводами. Сейчас, ребят, секунду. Зонт просто у меня в руках еще мешает. Чтобы вы посмотрели. Слева, справа. Что это? Справа такой полуконь, да? С луком слева. Что-то на дуде там. Какие-то животные. Так. Сам рассказываю и не по вот так. Вот так лучше. Кто что видит? Какая-то охота идет, я так понимаю. Все, рассмотрели? А над входом... Так, сейчас машина проедет. Подойду поближе. Такая пасть тигриная, оскал. Двери, посмотрите, какие. Прям такие мощные. Прям очень красивая дверь. Класс. Все, пойдемте дальше. Так, что касается шума, вот, про шум. Вспомнил. Когда жил в Нови Саде, рядом была что-то вроде, ну, как мусорка. Здесь мусорки, видите, баки выставляют наружу, вот они стоят по улице. Машины подъезжают, собирают, уезжают. А там вот эти баки, они встроены как бы в землю и возле домов. И могут приехать в 2 часа ночи, а шум стоит, это просто жесть. Такой грохот. Ну, представляете, еще ночь, тишина, а этот мусор собирает машины. Короче, это жесть. Так что, если будет кто снимать квартиру там в Нови Саде такие обычно стоят мусорные, ну, встроенные в землю. Обращайте на это внимание, куда у вас окна выходят. Шум будет стоять даже ночью. Может, они, конечно, не успевают там в течение дня все это собрать, поэтому ночью приезжают. Ну, не знаю. Все равно как-то это странно. По левую сторону домик строят. Не, это телефон, iPhone. На телефон снимаю. Почему уехал из Нови Сада? Ну, потому что здесь все-таки город побольше, возможностей больше для личных дел, так сказать, личных дел. Поэтому уехал. Ну и опять же, мне нравятся большие города. Нови Сад для меня стал тесен на самом деле. Так, это улица Биоградская. Я иду по улице Биоградской до улицы Крунска. Здесь тоже, видите, все расчищается, строится. Вот так получше будет.
Ну да, несравнимо то, что было раньше. Первый стрим. Там приходилось с рук снимать. Конечно, там тряска сумасшедшая. Помните, наверное, да? Первый стрим — это битва-то. Рыцарский турнир. Там, да, вообще невыносимо. Мне кажется, даже это видео надо удалить. Ну, не стал удалять, пусть висит. Мало ли. Так, вот это улица Крумская. И мне направо надо будет идти. Покажу вам, что там с левой стороны. Ну, да, согласен, конечно, большой город в любом случае для бизнеса больше подходит. А так, если в целом смотреть, даже вот по моим видео можете сами увидеть, что города, в основном они все чистые. 99,9% всегда на улице чисто. Тут же зависит не от того, кто убирает, а тот, кто не кидает этот мусор. Поэтому с этим нормально. Есть, конечно, места, где грязно. Так, вот по левую сторону это музей Теслы. А вообще это семейный дом Джорджа Генчич, по-моему. Генчич. Его построили в 1927, а закончили, ну, период был там 27-29. 1927-1929 года. С 1952 года в этом здании размещается музей Николы Теслы. Здесь собраны, ну, все его научные и личное наследие, так сказать. Вот такой дворец. И вот такого плана домов здесь много. Да, доброе утро, Светлана. Так, а про школу и учебу у вас есть что-нибудь на канале? А что конкретно? Вы можете в комментарии написать, вопрос задать, перейти в сообщество в Телеграме, там вопрос задать. Что конкретно интересует про учебу, про школу. Во всех своих видео, в каких я городах езжу, я рассказываю, сколько школ в городе. Сегодня я расскажу, сколько в этом районе школ, про учебные заведения. Так, в общем. Есть ли коррекционные школы, ну, где есть, тоже озвучиваю этот момент. А конкретно просто видео про школу, ну, нет, такого нет. Ну, давайте, раз уж про школу заговорили, в этом районе находится 5 средних школ, 6 начальных школ, а также есть специальная школа для детей с ограниченными возможностями. А единственное высшее заведение, ну, учебное, это стоматологический факультет. Из медицинских учреждений в районе расположены институт переливания крови, потом студенческая поликлиника и центр здоровья. Туда, видите, такой вниз спуск. Я как бы немного поднимаюсь, и в конце там, по-моему, как бы должен уже на горочке так оказаться. Вот по левую сторону, видите, тоже, говорю, такой Врачар, интересный район. Своего рода такой коттеджный поселок своего времени. А вообще, как бы считается большой достопримечательностью, ну, не знаю, можно ли сказать, что она большой достопримечательность, что здесь много очень пабов. В центре же Врачара находится рынок Калинич. Это один из самых старейших и популярных зеленых рынков. Я как раз иду в его сторону. Да, Март, район такой спокойный. Но опять же, сегодня выходной день. Выходной день, утро.
Такое есть. Какая-то разрушка. А так он интересный, говорю, на архитектуру. Вот по левую сторону, вот там в конце. Такой прям микрорайон, плотно застроенный. Там, видите, тоже, да, такое, что-то вроде коттеджей. Я этой дорогой шел как раз до церкви, где был органный концерт. Тогда у меня и как бы созрела мысль, надо здесь пройтись и прогуляться, прямой эфир сделать. Достаточно интересный. Да, Наталья, как бы тут такое все вперемешку. Как бы одно другое дополняет, наверное. На каждом перекрестке почти светофоры стоят. Тоже зоны платной парковки. Видимо, с парковкой здесь очень плохо все. Вот тоже домик интересный. Это, по-моему, какое-то посольство. Вижу там флаг Европейского Союза. Наверное, посольство. Так, что, мы идем или не идем? Знак для детей, да? Остановись, дождись зеленый, послушай, посмотри налево-направо и иди на зеленый. Да, это посольство. Не буду снимать посольство вблизи. То помню, в Субботице, когда снимал посольство, полицейский прибежал. Был не очень рад, что я снимаю посольство. Не знаю почему. Хотя очень красивое здание венгерского посольства в Субботице. Так, вот еще здания интересные. Что-то, видите, обшарпанное. Подремонтируют, наверное. С правой стороны от меня здесь вот тоже такое достаточно интересное, но заброшенное. Заброшка, все побито. Тишина, машин не ездит. Так тихо. Птички поют даже. Что очень редко можно услышать птичек. Увидел на той стороне интересное здание с красивой лепниной. Давайте перейдем. Когда вечером шел, все по-другому как бы казалось. А вот идешь утречком, светло, и все, что-то новое открывается. Ирина Мосин, сколько градусов? Тепло, градусов, наверное, ощущение, может, 15 градусов. Это первое. Их тут 3. Вторая. И самая верхняя. Ну, тепло на улице. Хорошо, комфортно. Я говорю, что еще пытается солнышко выйти.
Навряд ли оно выйдет, конечно. Небо серое. Оно пытается. Вон оно вдалеке. Так, переходим. Вот позади меня. Да, я там прочитал, что Маджьярска, венгерское здание. Да, ребят, прожмите лайк. Сколько у нас там? 22. 22 лайка. Вот опять, да? Красивый большой дом. Здесь уже такой современный, но тоже интересный. Я все поднимаюсь выше и выше, и скоро уже будет... сначала будет парк небольшой, и дальше уже будет рынок. Тоже интересный домик. Колонны такие, балкончик. Прикольно смотрится. Так, зеленый. Небольшой такой парк. Вот и люди уже в кафешках сидят. Не так много, но уже есть. Внутри там сидят. Кстати, по-моему, даже еще теплее стало уже. Кто-то там в шортах ходит. По левую сторону так дерево интересно растет. Смотрите, на кольце. Могли бы спилить, да? Но оставили. И смотрится прям вообще интересно. Так, вот я подхожу уже к рынку. Так, подождите. Машин уже побольше, людей побольше. Здесь прям движуха такая. Рынок Калинич. Тоже такая достаточно старая улица. Так, ребят, секунду расстегнусь, прям жарко стало. Вот по левую сторону, посмотрите, на той стороне дороги люди стоят в пекару, очередь. Вот это частое явление. Если хорошая пекарня и постоянные покупатели, то образуются вот такие очереди. Для меня сначала было дико, конечно, впервые увидеть такое, что в пекарню стоит очередь. Да, Наталья, дерево шикарное. Ну и хорошо, что такие поверья есть, а то бы точно порубили. Надо побольше таких поверий, чтобы побольше деревьев росло. Рынок. Будем заходить на рынок, нет? Или мимо идем? В планах у меня не было. Но можем зайти так
пару рядов. Интересно, неинтересно? В принципе, я не думаю, что там с ценами что-то изменилось. Давайте 5 да, идем, нет, значит идем прямо. Пока я как раз здесь стою, возле входа. Напишите да, идем, нет, не идем. А я вам пока очередь покажу в пекарню. Да, в прямом эфире у нас. D3K1. Можете, кстати, комментировать, что-то подсказывать, если вы здесь знаете. А наверняка вы знаете больше меня. Так что пишите. Так, ребят, идем или не идем на рынок? Или проходим мимо? Что-то нет, не вижу ваших да или нет. Вот такая красота. Ну все, пойдемте тогда мимо. В принципе, мы были на рынке с вами, когда Баново Бордо. Да, там ничего такого. Продукты да продукты. Овощи, фрукты. Запах стоит от цветов здесь, конечно, сумасшедший. Причем цвета такие, смотрите. Желтые, зеленые, белые. Что это цветы такие зеленые? Вот эти зеленые не пахнут. Движение заметили, да? Сразу как увеличилось. Рынок очень большой, я его еще не прошел, он по правую сторону от меня. Вот это граффити справа изрисовано, непонятно, что это такое. По левую сторону сейчас остановлюсь, покажу дом, он 1937 года. А вот эти зелененькие я понюхал, которые, они вообще не пахли ничем. А сейчас стою, здесь прям рыбой пахнет. По левую сторону тоже такой домик старенький. Тоже, наверное, 19 век. А это вот такой небольшой, прям небольшой сквер. София Соя Йованович. Это первая женщина-режиссер в Югославии. Здесь такой как фонтанчик небольшой. Ну, прям такой маленький скверик. На лавочку сел, спрятался от солнышка, посидел, поел фруктов с рынка и пошел дальше. Так, давайте комментарии зачитаю. А то они так уходят далеко, потом не всех зачитываю. Так, Марта, хризантемы пахнут. Это я прочитал. Праздник, танец и люди идут на кладбище. А что за праздник? Так, а как с промышленными, Светлана, а как с промышленными предприятиями, где люди работают? У вас вопрос про Белград?
где люди работают. Тут много предприятий. Город, столица Сербии. Если вы про города, которые я снимаю, то я тоже рассказываю, какие есть предприятия в городе, кто дает рабочие места. Так что это все есть тоже во всех видео. Эти видео называются «Я бы тут жил». Посмотрите их, там возьмите любой город, какой вам интересен. Их там уже много. Посмотрите. Также можете в комментарии написать, там есть местные, кто пишет, отвечают. Можете в комментарии написать, вам тоже подскажут. Зимские задушники, это типа, наверное, что-то конец зимы, да? Правильно я понял? Это означает. Какой запах стоит. Тоже очередная пекара. Очередь. Запах стоит сумасшедший. Там цветами. Тут выпечкой. А, тут прям ряды подряд идут. Впереди меня я должен выйти в парк. Чубурский парк. Ну да, вот он с правой стороны. Что-то как-то, да, мы же шли по улице Крунска. Отмотайте чуть-чуть назад, мы ее, конец, прошли. Интересная улица, согласен. Она у нас позади осталась. О, смотрите, вижу какую скульптуру интересную. Пойдемте. В этом парке я не был. А вот вижу на качеле там какая-то девушка, скульптура девушки, сидит, читает книгу. Так, такая интересная, смотрите. Это какой-то работник. Сыртауру Неймару. Слушайте, это, по-моему, строитель. Я так понимаю, что это строитель. Ну, кто строил в Белграде здание. Возможно, здесь, во Врачаре. И, по-моему, такой же памятник установлен еще в какой-то стране. Не скажу в какой, не помню. Ребят, кто знает, напишите. Ну, по-моему, я не ошибаюсь, это, да, вот как раз строителем. Вот, смотрите, здесь такой интересная скульптура такая. Читает книгу. У нее там воробушки, наверное. Такой интересный. Здесь тоже собачники гуляют, детская площадка. Залез в грязь. Такой небольшой. Прям небольшой. Там баскетбольная площадка. Ну, парк. Это тутовник молодой. Так, Центральник — это регион, из которого люди приехали строить Белград.
Ну да, вот я и говорю, что это вот строители как раз таки Белграда, ну врачара также, наверное. Да, прикольный памятник. О, у меня история есть сейчас. Так, надо от шума это сейчас на ту сторону уйду и расскажу вам. Вспомнил интересный такой факт, история, может даже это легенда. Но я думаю, это все-таки правда больше. Не похоже на легенду. Видите, я уже пошел вниз, как бы спускаюсь. В 1871 году в Белграде был открыт первый официальный бордель, а в народе его называли «Завод любви». Тогдашний министр внутренних дел издал там указ, назвали, символически назвали общественная работа блудниц. Нет, не так, по-моему, общественная работа блуда и блудниц. Вот так правильно. Так что вот так. 1871 год. А первый фильм в Сербии показали именно в Белграде в мае 1896 года. А вот там ресторан, на той стороне, как раз иду к нему, он был основан в 1928 году. Старая Сербия. Почитал там отзывы. Пишут, что чек дорогой. Официантов не дождаться, медленные. Ну вот так. Сам я там не был. Ничего сказать не могу. Но история у него большая. Так, мне нужно на улицу Янка Веселиновича, по-моему. Ну, мне кажется, сюда. Да, Янка Веселинович, точно. Второй раз здесь. Такой зеленый, прям зеленая улица. Хочу показать вам дом. Дом этот как бы строился как семейный дом архитектора Милана Злоковича. Его построили в 1927 году. Вот он как раз так на развилке. Улица пошла направо и налево, а он посередине. Так, а у меня фотографии есть, по-моему. Сейчас покажу вам фотографии. Как он строился. Можно посмотреть даже, как район менялся. У него, наверное, два входа. Здесь. С той стороны. А, здесь, наверное, гараж. Здесь как гараж заезжаешь. Ну, сейчас. Раньше-то не было автомобилей. Хотя нет, 27 год уже были автомобили. Так, сейчас покажу вам. Вот его строили вот так. Это вот строительство. Да, Март, солнышко уже почти вышло.
такой балкончик. Это, наверное, вот как раз вот тот выступ. И вид вниз туда по улице. Деревьев, смотрите, еще не было. И есть у меня, как он выглядит изнутри. И последняя фотография. Вот такой домик. А на момент строительства это как бы был такой самый красивый дом на этой улице. Там чья-то рожица. Что-то как-то, да, там церковь. Сейчас идем до нее. Это вот как раз та церковь, в которой проходил концерт органной музыки. Видео мне пришлось удалить, потому что, как оказалось, музыку эту играли, и она с авторскими правами. И YouTube там начал меня предупреждать, что с авторскими правами, банить. Что-то нужно было вырезать, удалять. Короче, я просто его удалил, насколько максимально возможно. Поддержал его и удалил. Так что, кто не посмотрел, есть в Телеграме, по-моему, небольшой отрывок. Переходите там. Там немного, но есть. В общем, посыл такой. Приходите на прямые эфиры. Но я его изначально не собирался удалять, конечно же. Вот такая церковь. А вообще это католический собор Пресвятой Девы Марии. Ну и это, как бы, знаете, такой целый монастырский комплекс даже. Старая церковь здесь была построена в 1925 году. О, смотрите, тоже интересный домик. Отвлекусь маленько от церкви. В общем, старая церковь была построена в 1925 году, а колокольня в 1930. Так, как бы мне выйти? По дороге пойду. В 1938 году началось строительство вот этой новой церкви, а завершили в 1987. За это время ее использовали как склад боеприпасов во время Отечественной войны. Немцами она использовалась. Потом как склад с лекарствами. Служила она также, как бы сказать-то, реабилитационным центром была наркозависимых. А позже из-за хорошей акустики в ней стали проводить концерты, шоу всякие. Даже, по-моему, сербская, белградская какая-то радиостанция использовала ее для выпуска там шоу музыкальных. В 2000 году здесь установили орган, вот который я показывал в стриме. Ну и, соответственно, здесь проходят часто очень эти все концерты, музыкальные шоу. Уже не видно ее за березы. В общем, кто был на концерте, тот знает там убранство, слышал органную музыку. Кто нет, говорю, есть кусочек небольшой, прям небольшой в Телеграме. Можете зайти, посмотреть. Ссылки все есть в описании. Вот, смотрите, интересный домик. Так, сейчас я зайду подальше. Такой особняк небольшой. Так, камера куда пошла? Такие два балкона, лоджии. Это школа. Что-то как-то, когда это было. Если вы про концерт, то это было... Когда это было? Это было на выходных, по-моему.
А, нет, это будний день был, вторник. Это во вторник вот в этот был. Да, Марта, пришлось удалить. Ну, честно говоря, концерт, да, был неплохой, но я бы сократил программу. 1,5 часа это очень много для такого концерта. Есть мелодии интересно. Оставил бы девушки, где поют. Там, ну, пару-тройку композиций я бы убрал. Ну и для видео тоже, я понимаю, тяжело смотреть. 1,5 часа концерт органной музыки. Тяжело. Но мне пришлось досидеть, не стал уже уходить. Вообще я думал, что виолончель, когда там девушка играла, и закончится этим концертом. Но дальше продолжили. Так, с левой стороны такой парк небольшой. По-моему, это парк называется Неймар. Внизу там вот столики, кафешка. Опять же, там спуск идет, а мы как бы наверху находимся. Слушайте, вообще потеплело прям. Очень тепло. Классно. Кстати, есть легенда, откуда появилось название Врачар. Судя по ней, название происходит от полей, на которых обитало много воробьев. Вот такой парк. Ну а мы с вами идем дальше туда. Мы идем к парку Караджорджа. Так, давайте комментарий зачитаю. Может, что-то пропустил. Там, ребят, извините, если кого-то пропустил чей-то комментарий, потому что, читая вроде по порядку, приходит комментарий, он раз, все сбивается. Ну, новый комментарий приходит, и все, лента вся уходит вниз. Приходится заново отлистывать. Так, ну вроде все зачитал. Так, Светлана, а хозяев за своими собачками убирают в Белграде и в других городах? Да, я скажу, что 99% убирают. Я даже видел, мало того, в парке, там такой, знаете, больше даже лесной парк, лесная зона, и хозяин шел и убрал за своей собакой. Хотя мог бы этого не делать. И он взял этот пакетик и всю дорогу шел с ним. Так что убирают, я думаю. Ну, не без этого. Я про то, что натыкаются на кучки. Не без этого. Ребят, пишите комментарии, вопросы задавайте. Может, кого-то интересует вопрос быта жизни в Сербии. Не пойти ли нам по дороге? Да, вот по этой стороне пойду. И у меня дорожка так получается, что, наверное, пойдет сейчас. Хотя нет, наверное, ровная будет, потому что там, где парк, там идет спуск в конце. Налог на домашних животных. Ну, пока я об этом ничего не слышал. Знаю, что животных здесь всех чипируют. Кошка моя тоже чипированная. Она чистая сербка. Вот. У нее есть свой паспорт. Ну, как и в России, в принципе, паспорт. Но она чипированная. По-моему, через 3 месяца, что ли, уже надо было идти ее нести. Чипировать.
Здесь так тихо. И я должен выйти к парку Караджорджи. Если, конечно, я не пропустил поворот. Здесь уже домики такие 2-3 этажа. Наверное, на несколько хозяев. Так, вопросы у меня какие? Так, убирают. Марта, холмы сильно портят город. Тяжело ходить? Да не особо, наверное, тяжело. Ну, конечно, если была бы равнинная местность, было бы гораздо комфортней. Я помню, прошлой зимой, вот в Белград тоже приезжал, такой снег шел. Ну, это опять же все тает быстро. И прям реки текли, и надо было подниматься как раз горка. И вот по этой горке все это бежало вниз на меня. Короче, не очень комфортно. Понятно, все там обувь мокрая. Ну, Белград вот такой он, весь на холмах. Поэтому Нови Сад такой более комфортный в этом плане. Да и город там можно обойти прям за 40 минут от начала до конца. Так, Марта, кошку зовут Рыся. Так. Что-то как-то в Белграде очень классно гулять по этим улицам. Всегда интересно. Да, согласен. Да, можно привыкнуть, конечно. Человек такое существо, оно ко всему привыкает. Наверное. С одной стороны, это и плохо. Ну, где-то, наверное, и хорошо в чем-то. Вот по левую сторону, посмотрите. Видите, вниз пошла дорога уже. Спуск такой прям. Трасса. А направо подъем опять. D3K1. А что имеете в виду из центральной Сербии? Так-то у меня там много городов, где я был. И впереди еще уже есть там пару-тройка. Просто надо, руки не доходят смонтировать все это дело. Так, могу только сказать. Шабац уже снял. Валево, Оранжеловац. Где-то еще был. Смедерево. То есть вот 4 города уже есть. Надо только все это смонтировать. В сторону Ниш, в ту сторону я еще не ездил. Златибор, Ниш. Там еще не был. Так. Что-то как-то таких моментов с водой в Белграде в осенние, зимние месяцы много. Нет, осадков, говорю, здесь не особо много, но бывает. Но это не прям уж так каждый день. Так, Наталья, спасибо, что видели вместе с нами столько интересных мест. Пожалуйста. Так, Светлана, запись стрима будет? Да, Светлана, будет. Все стримы остаются, я их не удаляю и не скрываю. Ну, и говорю, за исключением того, что YouTube там наложил ограничения. А так всегда остаются. Так, если сравнивать Нови Сад и Белград, то на какой район больше похож Нови Сад? Нови Сад на район Белграда? Никакой. Нови Сад — это вот совершенно другой город. Но опять же, я говорю свое мнение. Мне кажется, он ни на какой район не похож.
Я бы его даже не сравнивал с городами другими сербскими. В принципе, он совершенно другой. Так, Март Алексей, много лет в Сербии, красиво. Я полюбил Сербию, много узнал благодаря видео Алексея. Да, спасибо. Так, Д3К1 Златибор, Короник, Церни, Верник, Голубац. Ну да. Я и говорю, что в этих городах я еще не был. Златибор, Ниж, в ту сторону. Ну, буду. Вы же помните, да, я там собираю донаты на поездку. Вот как раз там Голубацкая крепость, то все. В тех местах, там очень интересные места. Ну, говорю, что на автобусе туда не доедешь. Там уже 1200, по-моему, собрано. Да, 1200. Так что можем и туда съездить. Так, а что в нем особенного? Что-то как-то... А вы про что спрашиваете про особенность? Про Нови Сад? Про особенности или про что? Если про Нови Сад, ничего прям такого особенного нет. Но этот город в любом случае не похож на другие города. Он более комфортный для жизни, говорю. И тем более это второй город в Сербии. Много проходит мероприятий всяких интересных, выставок. Такой культурной столицей же он был признан даже. Златибор, самая большая канатная. Да, есть там канатная дорога. Все, ребят, дошел я до парка Караджорджи. Ну и вы со мной тоже. Что у нас здесь есть? Вот такой памятник. Вокруг дома. Площадка для выгула собак. Вообще первые деревья вот в этом современном парке были высажены еще в 1806 году. Ну и он считается предшественником всех парков в Белграде. Даже читал, что его называют, знаете, старейшим парком Белграда. Хотя настоящий парк на этом месте был высажен в 1848 году. То есть, идя по этому парку, мы вернемся к парку Святого Саввы. Мы дали такой круг. Небольшой круг на 1:20 у нас с вами. И тоже дорожка идет вверх. Что тут еще интересного? Беседка стоит. Детские площадки. Просто такая прогулочная зеленая зона. И это как бы наша конечная с вами точка сегодняшнего стрима, прямого эфира. Поэтому пишите свои лайки, пишите комментарии. Сейчас пока иду вот до того холма, зачитаю, отвечу. Кто не поставил лайк, с вас лайк. Если не сложно, поделитесь стримом со своими друзьями и близкими. Это очень помогает продвижению видео, ну и, соответственно, канала. Про спонсорство не буду говорить, вы все знаете, все ссылки в описании. Задонатить можно вот с правой стороны штрих-код. Что там за скульптура такая интересная? А, наверное, Караджорджи и стоит. Вон там уже библиотека появилась, видите, да? С правой стороны виднеется.
Так, Марта, парки это хорошо, побольше их надо. Да, парки это классно. Да, Ксин, спасибо. До скорого. До скорого. Приходите на стримы, подписывайтесь, кто еще не подписан. Так, спасибо большое за утреннюю прогулку. Очень понравилось. Всем спасибо за общение. Да, Марта, пожалуйста, приходите. Наталья, спасибо огромное за ваш труд. Я тоже получил такое удовольствие, прогулялся. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока. Хорошего дня. Да, Ан. До следующего эфира. Все, ребят, пока.